Привет, странник. Если тебя когда-нибудь мучил тот же вопрос, что и меня, а можно ли спасти Милу, то присаживайся и послушай историю. Мила – беззаботный маленький шахтер, который работает у самого подножия Кристального пика. Она напевает грустную песенку с веселым мотивом и хочет найти сокровища. Когда мы встречаем ее впервые, она предлагает присоединиться к ней и добывать кристаллы вместе. Чуть позже, после получения Мстительного Духа, ее диалог немного изменится. Она признается, что рада, что мы иногда приходим ее навестить. Тут есть интересный момент. Если на данном этапе воспользоваться гвоздем грез и прочитать ее мысли, то мы увидим маниакальное желание искать кристаллы, которые поют и зовут ее к себе. Если ты проходил игру, то уже знаешь, что будет дальше. Через некоторое время Мила перестанет работать. Она станет подавленной и запуганной, а в ее глазах будут заметны первые признаки заражения. А в мыслях мы увидим, как лучезарность завладевает ее разумом. Когда мы вернемся к ней еще через некоторое время, она превратится в бездумную оболочку и нападет на нас. И казалось бы, шанса спасти ее нет. Или все-таки есть? Давай как минимум попробуем. На заражение Милы влияют два игровых события. Первое – победа над мастером душ. И второе – получение кристального сердца. Нам нужно пройти игру так, чтобы избежать и того, и другого. Единственная проблема – это сложная задача. Но спасение этой очаровашки стоит того, правда? Сперва добудем то, что легко добывается. А именно, Мстительный Дух, Дэш и Клешню Богомола. Но это еще не все. Для прохождения игры нам точно понадобятся монаршие крылья. Давай отправимся за ними. И вот мы добрались до древнего котлована. Перед нами первое препятствие. Яма с шипами. Опасное место Hollow Nest. Вроде бы на первый взгляд ничего страшного, мы же можем прыгать по ним с помощью гвоздя, да? Увы, но нет. В конце этой ямы находится высокий утес, на который нам не забраться. Но мы не для того сюда так долго добирались, чтобы сдаваться. Существует одна хитрая техника. Комбинация нескольких механик игры. Итак, сперва необходимо с одним ХП добраться до промежуточной платформы и умереть там, оставив на той стороне свою тень. Затем добраться туда вновь с полной маной. Теперь та самая сложная комбинация. Подойди к самому краю платформы. Прыжок, рывок, Мстительный Дух. Таким образом ты сагришь тень. Далее рывок прямо в тень. Да, ты получишь урон, но при этом отскочишь чуть-чуть вверх. Это нам нужно. Отталкиваемся от тени гвоздем, цепляемся за край уступа и забираемся на платформу. Эту комбинацию не просто выполнить, нужен навык, но со временем все получится. Хорошим подспорьем в этом нелегком испытании будут такие амулеты, как длинный гвоздь и метка гордости. И вот, спустя множество попыток мы наконец-то на этом утесе. Тут нужно сделать ремарку. Постарайся дойти до конца этого этапа, то есть до монарших крыльев, не подвергая себя излишнему риску. Если ты умрешь в процессе, то тебе придется перепроходить это испытание заново. И вот, апгрейд наконец-то у нас, мы двигаем дальше. Следующее, что нам точно понадобится, это слеза измы, для того, чтобы преодолевать кислотные воды. Но прежде не забудь наведаться к навозному защитнику, забороть его и открыть клапан. Если ты попытаешься добраться до рощи измы стандартным способом, то сразу столкнешься с препятствием. Собственно, кислотным болотом, которое можно преодолеть, лишь имея кристальное сердце. Так что это не наш вариант. Вместо этого мы отправляемся в старую заброшенную шахту лифта, что соединяет древний котлован с городом слез. Тут есть туннель, который приведет нас прямо в рощу. Единственный, он очень опасный, покрыт шипами и сверху, и снизу. Просто так туда не пробраться. И это, пожалуй, самое сложное препятствие в нашем путешествии. Суть идеи довольно проста. Нужно сделать дабл-джамп, дэш, отбиться гвоздем от шипов и почти мгновенно сделать еще один дэш, чтобы вылететь в безопасную зону. На словах-то просто, а на практике каждое движение должно быть очень техничным и отточенным. Когда у тебя закончатся маски, они у тебя закончатся обязательно, ты обнаружишь еще одну проблему. Поблизости нету ни одного восполняемого источника энергии. Следовательно, хилиться будет крайне трудно. Поэтому шаг вперед, 2 шага назад. Сперва нам нужно добыть парочку полезных амулетов. Нам понадобится трюкач и кровь улья. Первый находится в грибных пустошах, а второй охраняет рыцарь Улья. Да, дорога не близкая, но она окупится сполна. Теперь можно пробовать вновь.
И даже когда у тебя не получается, ты вспоминаешь о своей цели спасти Милу и наполняешься решимостью. Наконец-то мы на той стороне и забираем слезу изма. Теперь все апгрейды у нас, отправляемся на охоту за грезищами. Манамона, Лориен, Хера, но мы игроки хардкорные, прожженные, они нам нипочем. Справляемся на раз-два. И вот наше долгое путешествие подходит к концу. Мы готовимся к сражению с нашим братом и вечному заточению в чертогах храма ради вящего блага спасения этого мира. Но все же не наша мрачная судьба в центре этой истории. Давайте вернемся к Миле. Направляемся туда, где все началось. Никаких признаков заражения. Все, что мы делали, было не зря. Нам таки удалось ее спасти. И это волшебно. Последнее, что нам осталось сделать, это поглотить чуму из этого мира, чтобы никто, ни Мила, ни другие наши любимые персонажи никогда не смогли заразиться. И мы это сделаем. Такая вот история. Мы добились своей цели, но остается последний вопрос. Насколько канонично такое спасение? Тут решай сам. Мы предвидели и изменили судьбу, опираясь на свои собственные знания, выходящие за рамки игры. Но результат остается результатом. И, как писал разработчик игры Уильям Пеллен, пока вы не убили ее, всегда остается шанс счастливой концовки. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, поставь лайк, подпишись и какой-нибудь комментарий нацарапай. Мне будет интересно почитать.